Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. Наверняка вы слышали про новый метод ламинирования ногтей. Действительно ли он такой новый? Давайте разбираться в данном видео. Поехали! Наверняка вы знаете, что на коротких ногтях обычно хуже носится покрытие. Сегодня как раз будем выполнять преображение таких. Это наша ученица школы, она прошла курсы по педикюру, наращиванию ногтей и обратилась к мне с просьбой выполнить преображение ее маникюра. Видим, что покрытие выполнено недавно, как она сказала, буквально 10-14 дней назад, около того, при этом оно уже все в неровностях и буграх. То есть о чем это говорит? Что это не усадка материала, а именно изначально неверное выравнивание ногтевой пластины, из-за чего визуально ногти кажутся очень объемными, плюшечками, такими как кнопками от баяна, как у нас говорят. Поэтому хотелось бы их облегчить, при этом укрепить. В чем самая главная проблема работы с короткими ногтями? Что хочется на них положить больше материала для того, чтобы был ровный блик, ровное выравнивание, а по итогу получаются ногти-плюшки. Если мы используем малое количество материала, то, скорее всего, ногти будут не укреплены и будут ломаться на торцах. Поэтому сегодня покажу, какую частую ошибку допускают мастера при укреплении таких ногтей, а также покажу метод, который вы можете использовать для укрепления, которое мы назовем ламинирование, и давайте тоже сегодня об этом поговорим. Ну а мы пока снимаем старое покрытие до тонкой подложки, видим, что у нас практически нет свободного края, и будем выполнять комбинированный маникюр. Сейчас на просторах интернета наверняка вы видите очень много информации об укреплении ногтей твердыми материалами, гелем, полигелем, в основном, конечно, гелем жидким, гелем желе, гелем суфле, средней консистенции и так далее. Давайте подумаем, почему сейчас так много разговоров именно о твердых материалах, о твердых системах. Дело в том, что когда я начинала заниматься маникюром, это уже 13 лет назад, то на тот момент еще не было гель-лаковой системы. Поэтому мы, конечно же, наращивали и укрепляли ногти гелем, акрилом. То есть это две системы, которые существовали на тот момент. Потом, когда появилось покрытие гель-лак, все постепенно забыли про твердые материалы. Почему? Потому что покрытие гель-лак и выравнивание делается гораздо проще. Консистенция жиже, перевернул палец, получилась ровная архитектура, за счет адгезии все прекрасно носится, держится, но со временем многие клиенты столкнулись с рядом проблем, возникновения ожога, анихолизиса ногтевой пластины. И со временем мастера поняли, что нужно что-то предпринимать для того, чтобы исправить ситуацию. И, конечно, потом начали внедрять уже забытые твердые материалы, гель, но акрилом практически никто не работает. У нас сейчас появился другой аналог, это полигель или акригель. И в чем плюс такого укрепления? Что подложку мы делаем тонкую из гель-лака, а архитектуру выстраиваем при помощи твердого материала. Все прекрасно носится, не скалывается, и одни плюсы такого укрепления. То есть, по сути, это все та же технология, которой мы работали много-много лет назад. Но сейчас это преподносит по-новому, например, как слово ламинирование, запечатывание, укрепление торцов, укрепление натуральных ногтей. Но на самом-то деле техника, она как была много лет назад, конечно, немного интерпретируется, изменяется, но в целом это укрепление твердым материалом. А в некоторых случаях можно назвать это просто коррекцией, потому что натуральный ноготь выпиливается, соответственно, его не остается, и это уже получается не укрепление, а по сути как коррекция наращивания ногтей, можно сказать так. Плюсы твердых систем в том, что они твердые, в отличие от гель-лака, которые более пластичные, как каучук, как резина. Поэтому даже в тонком слое гель, полигель отлично себя показывают и не скалываются. Поэтому сейчас также пропагандируется тема тонких торцов и крепких ногтей, на которых ничего не скалывается. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании.
И, конечно, подписывайся на канал. Конечно, существует очень много техник укрепления ногтей. И базой, и гелем, полигелем, с достраиванием свободного края, запечатыванием его как ниточкой, с выкладкой материала только от середины, с выкладкой материала от зоны кутикулы. У меня все эти техники, конечно же, есть на канале, если вы посмотрите. И сейчас я хочу вам показать технику выравнивания обычной базой и объяснить, почему она плохо работает на коротких ногтях. Что обычно делают мастера? Промазывают тонко ноготь базой, затем ставят каплю и начинают ее распределять. Переворачивают пальчик, ждут некоторое время, материал у нас оттекает к центру, и после переворота что мы видим? Оголенный периметр ногтя и едва промазанный базой торец. Я специально взяла камуфлирующую базу, чтобы вам показать. Конечно, такой кончик не укреплен, там лежит очень тонко материал, поэтому зачастую гель-лак скалывается именно в этих местах. Сегодня я хочу предложить вам другую технику укрепления. Опять же, не претендую на название ламинирования, потому что сейчас каждый инструктор дает свою технику ламинирования, запечатывания, укрепления, назовите как хотите. Сегодня я покажу вам работу с гелем суфле, гелем желе. У меня от бренда Sense молочного оттенка, давно тоже такое искала для укрепления ногтей, потому что в основном идут камуфляжные оттенки, а хотелось именно молочный. После того, как я нанесла и просушила базу, промазываю от середины ногтя до свободного края ноготь этим гелем, затем набираю каплю, ставлю и стягиваю на себя. То есть практически отсутствует материал на середине ногтя, весь основной объем я тяну на свободный край. Что у нас получается? Кончик будет укреплен и уже с меньшей вероятностью что-то будет скалываться. Почему именно от середины? Объясню, почему не от кутикулы. Дело в том, что такой твердый материал в зоне кутикулы может отслаиваться. Это частая проблема при работе с гелями суфле, с гелями желе. А тут мы накладываем только от середины. Именно там, где располагается стрессовая зона для ее укрепления. Наша задача, как по воздуху, вытянуть такой бортик на свободном крае. Мы даже, можно сказать, слегка донаращиваем натуральный ноготь, буквально где-то 0,5-0,7 мм. Для того, чтобы натуральный ноготь был запечатан. Конечно, можно было бы этим гелем желе сработать только по кончику. У меня тоже есть такое видео на канале, называется «100% способ носки гель-лака без сколов» или гель-лак на коротких ногтях. Посмотрите это видео, если хотите узнать о такой технике запечатывания. После просушки мы снимаем липкий слой, придаем форму свободному краю, пилочку заваливаю под ногтевую пластину для того, чтобы спилить натуральный ноготь, а искусственный материал остался, и убираю неровности на поверхности. Да, такие неровности немного сложнее опиливать, в отличие от того, если бы мы сделали укрепление жидким гелем. Но гель-желе, он, как правило, более крепкий, поэтому даже тонкая толщина будет хорошо держаться. Только не забывайте, самый главный, пожалуйста, минус геля-желе, что он очень быстро схватывается в лампе и может жечь. Поэтому информируйте клиента о том, что не стоит терпеть жжение. Ну а теперь мы с вами доравниваем зону около кутикулы при помощи базы. Но берем ее совсем немножечко, просто для того, чтобы добавить туда материала. Смотрите, какие плюсы. Цвет у нас получается однородный, кончик непрозрачный. У кутикулы все будет прекрасно держаться, потому что это камуфлирующая база. Я даже небольшой объем со свободного края убираю тонкой кисточкой, то есть настолько мало базы на ногте. Она прекрасно выравнивается и не дает объема. То есть сейчас ногти объективно не выглядят плюшками, которыми были до этого. Сама моя модель, наша ученица, она так разглядывала эти ногти, говорит, какие они легкие, какие они красивые. И я, честно говоря, радовалась вместе с ней, потому что видела, вот это, знаете, до-после, какие несколько ногтей остались и преображение этих. Конечно, современные техники стремятся к изящным ногтям, к более тонким торцам, поэтому считаю, что мастер должен осваивать такие техники укрепления. Посмотрим на результат. Ногти получились и крепкие, и тонкие на торцах. По-моему, идеальный способ для укрепления. Пробуйте его и вы, смотрите другие полезные видео на канале. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!